День добрый. Всем привет, друзья. И привет с Белостока. Да, сегодня я продолжаю свое знакомство с Польшей, продолжаю свое знакомство с другими городами Польши. И сегодня я приехала в Белосток. Поэтому, если вам интересно, чем может порадовать этот город и вообще на что тут можно посмотреть, то приглашаю вас сегодня со мной. Но перед тем, как мы начнем, проверь обязательно, подписан ты или нет. Если нет, то бегом подписываться, нажимай на колокольчик, лайк, конечно же, и поддержите меня в комментариях, чтобы продвигать мой канал. Ну что ж, а мы идем смотреть на Белосток. Если так коротко, что мы знаем о Белостоке, или же на польский манер Белый Сток. И, к сожалению, Белосток меня не радует погодой. Погода ужасная, но я не расстраиваюсь. У природы нет плохой погоды. Будем наслаждаться видами города и подстраиваться под нашу погоду сегодняшнюю. И так коротко, что же мы знаем о Белостоке? Мы знаем то, что город находится всего лишь в 50 километров от границы с Белоруссией. Также мы знаем, что до Варшавы почти 200 километров. Что мы еще знаем? Что город находится на речке Бяла. Отсюда-то и название Белый Сток. И что мы еще знаем? Мы еще знаем, что население Белостока почти 300 тысяч. Это так коротко про Белосток. Но я уверена, что сегодняшнее мое путешествие откроет вам этот город с новой стороны, потому что у города очень интересная, очень трагическая и очень давняя история. Поэтому я уверена, что в новых местах будем узнавать новую историю этого города. Итак, друзья, поделюсь с вами сначала маленькой информацией. Сегодня обещали дождь. Даже не снег, а дождь, поэтому я сначала отправляюсь в центр посмотреть, что там происходит, в старый город, а потом, если погода испортится, то буду уже ходить по музею. У меня есть в плане парочка музеев, поэтому маршрут составляю с ориентацией на погоду. И еще что, по городу я сегодня планирую передвигаться пешком. Ну, во-первых, я очень люблю пешие прогулки, а во-вторых, до центра идти минут 20-25. Поэтому я иду сейчас в центр. И еще полезная информация. Если вы приедете в Белосток, знайте, на вокзале туалет бесплатный. Честно говоря, я первый раз в одном из польских городов встречаю такой факт, что на вокзале бесплатный туалет. Это очень радует. Полезная информация на этом пока что закончилась. Идем смотреть город. Считается, что город заложил один из литовских князей в XIV веке. Как это произошло? Князь был великий фанат охоты, и в один из таких охотничьих дней он бежал за своей добычей, за дичью, и заблудился, можно так сказать. Он забрел в лес, в котором ему пришлось переночевать. Когда он проснулся, он заметил, в каком он красивом, обалденном месте находится, какой красивый лес, и еще в этом лесу протекал небольшой ручей очень чистой воды. Именно на этом месте, где ночевал князь, и был заложен Белосток. Князь сам назвал это место Белый Сток, то есть чистый ручей. Но, к сожалению, это одна из легенд, потому что археологи обнаружили, что поселение на этом месте, где сейчас находится город Белосток, еще было задолго до XIV века, поэтому люди тут жили
еще до возникновения этой легенды, но легенда прекрасна, мне так кажется. Еще вас поведу немножко в экскурс исторический этого города. Город был очень известный в 20 веке, был известен своими текстильными фабриками и считался очень развинутым городом. Но, к сожалению, все мы знаем историю, трагическую историю 20 века. Пришла во время Первой мировой войны, когда отступала Красная Армия. То, что Красная Армия не своровала, не увезла с собой, Красная Армия просто уничтожила. И поэтому город впал в некий такой упадок. Потом же город взяли в оккупацию немцы. Но если говорить про межвоенное время между Первой мировой войной и Второй мировой войной, то город начал развиваться. Город стал центром воеводства, да, стал столицей воеводства, что тоже очень помогло быстрому развитию города. Очень много архитектуры, очень много зданий, парки. Вообще город, так как сейчас выглядит, эта картинка сложилась именно в межвоенное время. Как вот, например, за моей спиной находится базилика Святого Роха. Именно она возникла в тот чудесный период. Но все мы чудесно знаем историю, мировую историю, и все мы прекрасно знаем, что после Первой мировой войны, после межвоенного периода, конечно же, наступила Вторая мировая война. И этот город прожил очень трагическую историю в период Второй мировой войны. Белосток был захвачен немцами очень быстро после начала войны, но после подписания некого пакта Риббентропа-Молотова Белосток был отдан Советскому Союзу. Город стал провозглашенной оккупантами столицей Республики Западная Беларусь. К сожалению, во время правления оккупантов жителям было очень несладко. Местные жители очень страдали. В то время было выслано более 20 тысяч человек местных жителей. Но потом, к сожалению, пришла немецкая оккупация. И жителям города, местным жителям пришлось тоже не сладко во время этой оккупации. На территории города было создано гетто, были концлагеря, было очень много жертв. Вследствие двух оккупаций город потерял большинство своих местных жителей, и более чем 80% зданий в центре, где я сейчас нахожусь, было разрушено. Что ж, ребят, я пришла в следующую точку. Если вы видите, за моей спиной находится базилика Святого Роха. Но а сейчас я нахожусь на улице Одесской, и я нахожусь около Подляшского театра оперы. Это же и филармония. Здание очень новое, свежее, можно так сказать. Можно сказать, что это современная архитектура. И если так посмотреть, ничего вам не напоминает. Почему оно вам может что-то напоминать? Это здание построено в 2012 году. И это здание создано архитектором Будзинским. Возможно, вам эта фамилия ни про что не говорит, но на самом деле я уверена, что одно из его творений вы точно видели, потому что одно из его творений — это
библиотека университета Варшавского. Если вы не видели это видео, то ссылочка будет тут и в описании. Так что библиотека Варшавского университета и опера и филармония в Белостоку построена по проекту одного и того же человека. Поэтому очень оно напоминает, да, в одном стиле. И я уверена, что тут очень красиво, когда это все зеленое. Весной, летом, наверное, тут тоже очень красиво. И вы знаете, мне очень нравится, что идя с вокзала 10 минут, и ты около кафедры Святого Роха, около базилики Святого Роха, еще минут 7, и ты около оперы и филармонии, и еще где-то минут 7, и мы будем уже в центре города. Все очень компактно, и для туриста это круто. И еще я нашла плюс этой погоде, когда вот такая погода, никого нету, туристов нету, ты чувствуешь, как будто это город твой, и эта достопримечательность создана для тебя. Спустилась я с улицы Одесской, а тут меня встречает улица, не видно, но Киевска. Очень радует меня Белосток, очень радует. И, конечно, какое же путешествие без потеряшек. Улица Киевска меня встретила, я с ней и прощаюсь, потому что я пошла не в ту сторону. Так что я сейчас возвращаюсь. Но все прелести Гугла, Google Maps, он тебя вводит какими-то такими обходными путями. Я уже это заметила не в первом городе. Какими-то дворами меня ведет, на какими-то объездными дорогами. Но ничего. Зато мы встретили по дороге улицу Киевскую. Что ж, друзья, вот так незаметно мы дошли и до старого города. Смотрите, какая тут красота. И, конечно же, центральное место на этой площади, центральное место в старом городе занимает ратуша. Вы ее сейчас видите за моей спиной. Оригинал ратуши был построен в 18 веке, но, к сожалению, до наших дней она не дожила, потому что в 40-е годы во время оккупации Советы решили ее снести. Да, она была полностью уничтожена и полностью снесена. Почему ее снесли? Потому что на этом месте, по задумке Советов, должен был быть памятник в честь вечной дружбы между Западной Белоруссией и Отчизной. К счастью, эта идея не была реализована. Но знаем мы вашу дружбу, великую дружбу. Да. И как видите, сейчас ратушу восстановили, но ее восстановили где-то после 50-х годов. До 50-х годов это место, фактически эта площадь, она пустовала. И то, что вы сейчас видите, этот вид ратуши, он, к сожалению, был чуть-чуть изменен. Говорят, что из одной из точек можно посмотреть, что ратуша нам улыбается. Сейчас я буду искать эту точку. Да, пока я ищу эту точку чудесную улыбки ратуши, забыла сказать, что сейчас
в ратуше находится музей. И, конечно же, я туда захожу. Ребят, внутри ратуши есть небольшой музей, но это не музей, это галерея. И в этой галерее собраны картины известных польских художников. Всем советую приходить в этот музей. Почему я советую приходить сюда? Я не понимаю, почему здесь пусто и почему здесь никого нету, но музей замечательный, картины просто шикарные, получите эстетическое наслаждение. Ребята, я не знаю, я уже эту ратушу обошла 2 раза, я не вижу ее улыбки. Как эта улыбка должна выглядеть, я не знаю. Если вы знаете, пожалуйста, пришлите мне фотографию или в Инстаграме, или в Фейсбуке, как выглядит эта улыбка ратуши. Ну а я двигаюсь дальше, я все же также нахожусь на плаце Костюшки. Сейчас мы пойдем на ту сторону, к костелу. И я опять смотрю, где эта улыбка должна быть. Ладно. Буду, знаете, у меня будет такой незакрытый гештальт. Я не нашла улыбку ратуши. Ну что ж, идем дальше. Что ж, ребят, тут же на рынке Костюшка, на плаце Костюшки, за моей спиной там ратуша, табличка Белосток, и тут же находится базилика Мала. Конечно, камера никак не передает масштабы, она просто огромная. В середину я тоже заходила, но ничего не снимала, потому что там как раз идет служба. Я все-таки ценю, уважаю людей и думаю, при службе, ну как бы было бы некрасиво снимать. Но что мы знаем о этой базилике? Это базилика одно из самых старейших зданий в Белостоку. Оно сохранилось еще с тех давних времен, но дух просто завораживает. В середине такая атмосфера, просто не передать словами, насколько там очень чувствуешь себя таким спокойным, умиротворенным, как будто все беды действительно отступают и действительно душа отдыхает в таких местах. Ну что ж, двигаемся мы дальше. У меня еще по плану пару точек. Я все ближе и ближе приближаюсь к основной главной достопримечательности Белостока, но еще у меня по плану по дороге несколько мест. Пошли. Ребят, вот еще одна страница трагической истории этого города. Я пришла на место, памятник Великой синагоги, большой синагоги. На этом месте раньше стояла синагога. Вот фотография, как она раньше выглядела. И, к сожалению, вот этот каркас, вот этот купол, это все, что от нее осталось. Синагога была сожжена немецкой полицией, сожжена вместе с людьми, которые находились внутри. Общее количество жертв 3000, погибло 3000 польских евреев. И сейчас это место окружено домами, простыми домами. Я так понимаю, тут может какое-то учебное заведение или какой-то фабрика, завод, не знаю, что это. Но вот сам памятник, тут же жилые дома, с другой стороны тоже жилые дома. Я сначала как включила, и меня повел Google Maps, я думаю, опять в какой-то двор меня завело. Но на этом трагическом месте
Остался только купол, звезда Давида и, к сожалению, постройки. Я просто представляю, как тут жить с видом на вот этот памятник. Думаю, что я просто не могу себе представить, зная, что тут случилось. Да. Итак, друзья, кружляя, двигаясь из одной точки к другой, я наконец-то пришла к палацу Браницких. Этот палац считается одной из главных достопримечательностей Белостока. Так как дождь усилился, вы можете видеть, что я уже вся мокрая, я пойду сначала туда, потому что там музей. Также вы можете видеть, к сожалению, сады, они все, конечно же, спрятаны, защищены от непогоды, от мороза. Но я обязательно еще тут тоже пройдусь, когда дождь чуть-чуть утихнет. Но сейчас мы идем в середину. Истоки построения этого палаца исходят из 15 века. Конечно, он передавался из руки в руки, он модернизировался, он перестраивался. Но сейчас этот палац называется палац Браницких. Пан Браницкий, он долгое время имел этот город, как бы сказать, в частных руках. И поэтому палац, конечно же, принадлежал ему. Также ратушу, где мы уже были, ратушу тоже строил он, так как ему не надо было там решать какие-то государственные дела, поэтому ратуша, по сравнению с другими крупными ратушами, другими ратушами других городов, она выглядит меньше, потому что ему просто не надо было большую ратушу. Но что мы еще знаем о этом палаце, что после Второй мировой войны 70% здания было разрушено. Но, конечно же, сейчас оно в чудесном виде. Сказала, что иду в середину, в музей, а сама хожу и в этих садах и просто смотрю, как тут все сделано. К сожалению, некоторые статуи тоже накрыты. Ну, понятно, межсезонье туристов сейчас немного, но вот такие чудесненькие маленькие статуи они есть. И также статуи внутри фонтанов, они тоже есть и не накрыты. И знаете, если честно, мне палац очень-очень напоминает наш Львовский палац Потоцких. Но это я с внутренней стороны. Сейчас хочу еще обойти и посмотреть на внешнюю сторону. Вау, обалдеть! Вы просто посмотрите на эти масштабы. Вон там главные как бы ворота. Видите, какие маленькие люди? Какая? О, еще и часы. Полвторого. Тут у нас музей. Сейчас мы туда попадем. И сам палац. Я просто не знаю, как это снять. Этот телефон просто не передает. Тут такой огромнейший внутренний двор. И сам палац. Но мне действительно очень напоминает палац Потоцких. Просто что палац Потоцких, у него нету дополнительных построек. А тут прям обалдеть. И, друзья, конечно, этому палацу, как, наверное, любой другой достопримечательности и замку в других городах Польши, очень досталось во время войны, Второй мировой войны и во время правления, можно так сказать, Советского Союза. Что-то только не было. Как любили в те года власти устраивать в таких зданиях и психлечебницы, и какие-то склады, так это здание тоже ждало такое участие. Но сейчас в одной из частей этого палаца, вон там двухэтажное вот это здание, там находится музей. И тут очень печальная новость: музей почему-то закрыт по каким-то причинам. Это для меня очень грустно, потому что я заложила провести время в этом музее 2 часа. И, честно говоря, мне сейчас некуда податься. Но об этом позже. Хотела вам сказать, что сейчас здесь
потому что сам этот палац, он недоступен для простых людей, чтобы там погулять, посмотреть, что к чему, потому что в этом палаце располагается университет, медичный университет в Бялостоку. Вот, поэтому я очень завидую студентам-медикам, что им надо будет учиться в таком прекрасном месте. Сейчас я еще раз узнаю про музей, почему он закрыт, может какой-то перерыв или что, и тогда буду решать, что делать дальше. Пошли. Ну что ж, друзья, к сожалению, музей закрыт по непонятным причинам. На сайте написано, что должен быть открыт. На табличке, которая около двери, тоже написано, что должен быть открыт, но люди приходят и целуют клямку, грубо говоря. Дождь не прекращается. По воле случая я себе сделаю большой обеденный перерыв и буду не спеша возвращаться на вокзал. Мне где-то приблизительно полчаса до вокзала, но перед этим мы еще зайдем и посмотрим на саму эту знаменитую речку Бяла. Та речка, которой был зачарован князь. Пошли к речке, потом у меня будет перерыв и буду с вами прощаться, но включусь чуть позже. Пока. Нет, еще не пока. Ребят, а за моей спиной, собственно говоря, речка Бяла, поэтому же Бялый Сток. Это речка, которая зачаровала князя Литовского. Возможно, когда-то она была чистая и кристально белая, но сейчас вот я чуть-чуть так, знаете, не скажу, что шокирована, но ожидания были большие, но вот речка Бяла. Ну что ж, друзья, за моей спиной маршалок Пилсудский, и именно в этом месте я буду с вами прощаться. И прощаться с этим городом. Я понемножку буду возвращаться на вокзал. Дождь, к сожалению, не прекращается. Но, несмотря на такую ужасную погоду, я очень довольна, что я приехала в Белосток. Потому что город интересный, город другой, у города своя атмосфера, у города своя история. А тут действительно есть на что посмотреть, даже в такую пору, в межсезонье, когда нету зелени, когда идет дождь, но действительно это время не потрачено зря, и я уверена, если вы думаете, ехать в Белосток или нет, то мое видео убедит вас все-таки сюда приехать. Белосток другой, и мне очень нравится, что города в Польше, они действительно отличаются по своей атмосфере, какой-то другой совсем дух в этом городе. И это чудесно, это классно, когда можешь проникнуться чужим городом, чужим духом и почувствовать атмосферу, которая есть в этом городе. Спасибо всем тем, кто досмотрел до конца. Спасибо, что этот день вы провели со мной. Надеюсь, что вам было интересно. Я отправляюсь на вокзал и домой в Варшаву. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за добрые слова в комментариях. Спасибо за вашу поддержку. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Cześć wszystkim.